Чеченцы – народ защитников и созидателей. Стереотип о чеченцах, как об исключительно воинственном народе, широко распространен в общественном сознании. Часто их изображают как народ, который жаждет войны и с готовностью идет на бой. Однако исторический анализ свидетельствует об обратном. Чеченская культура и история многогранны и в первую очередь характеризуются борьбой за защиту своей родины, а не агрессивными завоеваниями. Историческая реальность – оборонительный бой. История Чечни насыщена событиями, когда ее народ вынужден был защищаться от многочисленных захватчиков, сменявшихся один за другим. Чеченские воины всегда сражались на своей земле, отражая чужеродное вторжение, а не стремясь к созданию империй или порабощению соседних народов. Бесчисленные нашествия, внутренние конфликты и внешние агрессии оставили глубокий след в коллективной памяти. Но они никогда не становились поводом для восхваления войны как таковой. Фактически, последствия оборонительных сражений часто приносили катастрофический ущерб самому народу. Разрушения, потери и страдания, вызванные вынужденными военными действиями, оставили неизгладимый след в истории, формируя негативное отношение к войне. В этом контексте широко известное изречение «войну любят те, кто ее не видел», приобретает особый смысл. Те, кто столкнулся с ее разрушительными последствиями, не склонны идеализировать боевые действия. Чеченцы и мирное созидание. В отличие от стереотипного образа, традиционная чеченская культура не прославляет войну. На протяжении веков чеченцы сосредотачивались на развитии ремесел, строительстве и инновациях, направленных на улучшение качества жизни на своей земле. Археологические находки и исторические памятники свидетельствуют о высоком уровне мастерства в возведении каменных сооружений, которые до сих пор являются символом богатой культурной и архитектурной традиции народа. Чеченские мастера и ремесленники создавали не только оборонительные укрепления, но и разнообразные здания, предназначенные для общественного и бытового использования. Строительство храмов, мостов, крепостей, а также создание различных механизмов и инструментов, от мельниц до ткацких и токарных станков, облегчающих повседневную жизнь, свидетельствует о том, что истинная страсть чеченцев не война, а мирное созидание. Это направление стало важным элементом их культурной идентичности и отражает стремление к развитию и процветанию общества. Иногда безвестные зодчие оставляли на камнях петроглиф, символы поклонения языческим богам. Война как наследие вражеских вторжений. Сравнительно небольшие успехи в экспансии и отсутствие стремления к построению империй объясняются тем, что чеченцы всегда действовали в условиях постоянной обороны. Исторически именно внешние захватчики заставляли народ вступать в вооруженное противостояние. В таких обстоятельствах война не становилась избранным способом жизни, а представлялась вынужденной мерой для сохранения национальной самобытности и территории. Таким образом, современные представления о чеченцах как о воинственном народе являются результатом восприятия внешними наблюдателями лишь фрагментов сложной истории, лишенных контекста. В реальности же чеченская история – это череда оборонительных сражений, в которых народ вынужден был бороться за свое выживание, а не за славу или завоевание. Понимание истинной сущности чеченской культуры важно не только для историков и политологов, но и для широкого круга людей, стремящихся к объективному взгляду на мировые конфликты. Осознание того, что народ, переживший ужасы войны, предпочитает мирное созидание, способствует смещению акцентов в обсуждении национальных идентичностей и политических стратегий. Сегодня чеченцы активно участвуют в восстановлении и развитии своего культурного наследия.
Создание современных архитектурных проектов, развитие ремесел и технологий, направленных на улучшение условий жизни, являются яркими примерами того, что настоящая сила народа заключается не в жажде войны, а в стремлении к миру, стабильности и прогрессу. Эта информация и размышления призваны напомнить, что любовь к миру и созиданию являются неотъемлемой частью души нашего народа, пережившего многовековые испытания, и что истинная сила нации кроется в ее способности строить будущее, опираясь на уроки прошлого.